Добрый день. Сегодня я покажу, как можно быстро написать картину. У меня на нее 2 часа. У меня дела вечером. Напишем картину хризантемы белые или розовые, как получится, как пойдет. Что для этого нужно? Для этого нужно сделать фактуру на холсте. Прежде всего берем сухой грунт. Это моя грунтовка, скоро она будет в продаже. Это особая грунтовка, двухкомпонентная. Так, вот такого количества, думаю, хватит. Акриловый лак. Так. Засох. Это чистый акриловый лак, без воды. Перетираем прямо на холсте. Вот такая достаточно густая паста делается, разносится по поверхности. И разносим по всему холсту. Слоем приблизительно в полмиллиметра, миллиметр. Да, женщинам желательно одевать перчатки, потому что акрил очень цепкий материал, и он долго не отмывается. Так, разнесли. Потом берем, ставим холст в косые лучи. Желательно, чтобы свет от окна шел со стороны, сбоку, чтобы видно было все шероховатости, текстуру холста. Вот, и большим мастихином снимаем грунтовку, текстурную пасту с центра, там, где будут цветы. И разносим вот таким образом на углы, на края, там, где у нас будет фон. Сохнет она достаточно быстро. Если поставить на вентилятор, то 2-3 минуты и уже можно приступать к работе. А набирает окончательно силу где-то через сутки и становится как камень. Вот так должна оставаться легкая шероховатость и текстура какая-то, даже и по центру можно ее оставлять. Не обязательно выглаживать, но по краям, там где не будет изображения, не будет цветов, она может быть сколь угодно выпуклой и фактурной. Так, все. Ставлю на вентилятор. Так, пока сохнет вентилятор, покажу вам краски. Это у нас умбра ленинградская, лимонная ладога, кадмий красный, светлый ладога, охра желтая, травяная зеленая. 2 вот такие специфические краски, турецкая зеленая и королевская голубая. Хорошие такие спектральные чистые цвета. Ультрамарин, колер фиолетовый, можно любую фиолетовую краску взять, краплак, и черная. Это не сажа газовая, это глубокая черная подольская. Она немножко мягче, теплее, чем сажа газовая. Так, работаем на White Spirit плюс 10% масла. В данном случае здесь подсолнечное масло обыкновенное, золотая семечка или еще какое-нибудь. Так, акрил схватился, 3 минутки прошло. Поехали. У меня времени мало. Сейчас смотрим. У меня не больше 3 часов, 15-17. До 18 часов я должен закончить картину. Приблизительно. Так, смотрите. Немножко можно колючки отодрать, если они остались. Так, запись идет. Вот, если какие-то колючки остались, можно убрать. Напомню,
акрил еще мягенький, но уже через час начнет основательно крепчать. Через сутки набирает прочность максимальную. Так, теперь нужно сделать имприматуру. Берем немножко умбры, совсем немножко, полграмма, может чуть больше. И чистым white спиритом или скипидаром разбавляем. Так, еще немного добавим. Вот, теперь можно кистью, можно поролоном смазать холст этим колером. Почему white spirit? Для того, чтобы эта умбра не очень вмешивалась в краску. Так, вот так темновато, немножко нужно посветлее сделать. Так, теперь делаем набросок карандашом или кистью. Я привык к карандашом, хотя более правильно, конечно же, кистью делать наброски. Карандаш желательно брать жесткий. Как обычно, делаем какую-нибудь фигуру. То есть вот в этой фигуре мы пишем цветы. Главный цветок, например, вот здесь. Направление, точка роста и небольшая каракатица. Можно вообще кружочки. В данном случае можно какие-то кружочки ставить себе. Зачем, почему кружочки, объясню чуть позже. Цветы должны пересекаться друг с другом, быть разного размера, накладываться друг на друга, смотреть в разные стороны. Но не из холста, чтобы каждая не смотрела из центра. Это тоже не очень хорошо. Вот иногда нужно наоборот, чтобы в холст обращался цветок. Так, вот несколько цветков нарисовал. Дальше добавлю по ходу. Так, теперь берем большую щетину, кисть из щетинки и делаем подкладку под цветы. Цветы буду писать, наверное, белые. Да, отмываем, дна не касаемся, понятное дело. Вот так вот, когда кисть делает вот так вот на полотне, на палитре, это хорошо, но так быстро отмывается. Когда просто вот так переносим вещество, оно отмывается плохо. Вот так вот топчем и уже потом в тряпку. Подкладка под белый. Я обычно захожу с лимонный и черный, как базовый цвет. Вот такой вот получается спокойный зеленый. Ну и белила, естественно. Белила у меня разбавленные. Я перед занятиями всегда разбавляю немножко white спиритом, чтобы потом было удобнее работать, чтобы они были мягенькие. Ну и для того, чтобы... В общем, сегодня это не важно. Вот такой базовый цвет. Он базовый, а его можно облагораживать как фиолетовым, в фиолетовую сторону, как в серую сторону уводить. Ну и так далее. Вот это внутренняя тень для наших цветов. Можно немножко смягчать краску. Так, чуть больше лимонки. Вот, вернусь к тому, почему шарики. Нам нужны, не нужно рисовать сам цветок как таковой, заготовку. Нам нужно какое-то облачко, небольшое достаточно. Небольшое, поскольку в процессе работы хризантема растет за счет своих вот оттопыренных лепесточков. Такие небольшие, вот как теннисные шарики, может быть чуть больше. Пятна нужно разбросать по холсту. Желательно немножко их индивидуализировать каждый, то есть где-то больше желтого, где-то больше, может быть, даже охры попробовать какой-нибудь цветок, хотя охра не очень подходит для живописи цветов, поскольку очень глухой цвет. Так, ну пускай будет охра.
Где-то можно чуть розового добавить. Вот лимоночка. И розу. От цвета этих подкладок и будет зависеть, какой у нас оттенок получит цветок. Я работаю очень широко, поскольку спешу. На самом деле, конечно, расход краски не такой большой. Если работать аккуратно, нам нужен тонкий, но кроющий слой на холсте. Этот грунт очень хорошо держит краску. Он, ну, вот, несмотря на то, что мы сняли его с центра, все равно присутствует. Вот его эффект. Он краску держит. Держит неплохо. Первый слой будет, даже если вы ошибетесь, потом сотрете немножко, этот слой, оттенок останется на холсте. Да, можно разбавлять, но злоупотреблять разбавлением нельзя, поскольку 10% масла это не так и мало. Если много заливать вот этим составом, масла будет переизбыток. Так. Так, вот давлю эту лимоночку, она мне очень нравится. Чистый цвет, недорогая краска, вполне светостойкая и не токсичная. Так, вот они немножко как горох рассыпались, нужно соединить теневыми. Допустим, там в тени где-то еще внутри еще цветы. Оттенки должны быть достаточно чистыми. На умбре, в окружении умбры это трудно заметить. Вы смотрите на палитре и сравниваете. Вот самый такой важный момент – сравнивать тон. Ляжет ли на вот этот ваш оттенок белый лепесток. Чтобы не было очень большого контраста, но контраст должен быть. То есть, чтобы объект был читаем, хорошо читаем. Светлые его части к теневым, внутренним теневым. Теперь, что важно, еще серединки отметить. Серединки у хризантем, ну, можно темнее немножко сделать, вот как черно-зеленого. Да, можно, кстати, и использовать травяную. Белый цвет, если он в окружении зелени, он очень хорошо воспринимает эту зелень, берет ее на себя. Так, повторюсь, оттенки должны быть чистыми. Нравится вам, нравится прям на палитре оттеночки вот эти краски. Так, теперь снимаем лишнее, если у нас имеется лишняя краска. Повторюсь, мой грунт не отдает краску, держит ее очень здорово. Так что старайтесь не ошибаться в цвете, в оттенках. Если уже ошиблись, немножко промокнули или же стерли это место краской и опять же доработали, ввели каких-то оттенков. Так, теперь смотрите, внутренние тени. Мы соберем ее, эту гирлянду, ну, пускай на ту же умбру. Умбра, травяная. И, что важно, на White Spirit, для того, чтобы этот колер быстренько подсох. У кого есть лак, может и лак сюда добавить, но не обязательно. Чисто White Spirit. Разбавляем и забиваем пространство. Уже минут через 20, когда разводитель выветрится, тонкий слой вот этой краски, он будет как уже, ну, буквально сухой. И лепестки боковые не будут цеплять эту темную краску, будет легче работать. Он как бы впитается в грунт, хотя не впитается, просто он, ну, станет более густым, что ли. Так, впритык к нашим заготовкам не оставляем мест промежутков, то есть ну, контуры не оставляем. Очень тонко, но кроюще. Так.
Вот это самые темные места наши у меня будут. Дальше можно немножко посветлее. Также на разбавителе уже с белилами можно. Вот тоже травяную. Хорошая краска. Так, теперь также снимаем излишки, если те имеются. Можно немножко растушевать. Растушевать можно вот такой вот цветочная, та же кисть моя. Она очень нежная и может очень деликатно делать растушевку. Так, теперь делаем фон. Опять же берем щетину и, наверное, знаете, какую? Вот здесь пригодится нам строительные кисточки. Так. И вот такая большая щетинка тоже нужна для скорости, для той же. Вот. Так, вот наша такая диагональ. Я ее перерублю немножко светом. Берем белила. Они у нас загрязнятся еще немножко. Вот смотрите, умбра не влияет. Умбра, которую мы смазывали на White Spirit, она уже не красит белила практически. Та же история должна произойти вот с этими красками, с темными, контрастными. Так, разбиваю таким лучом. Это у нас свет. Дальше можно взять строительную кисточку. Вот и уже вот так штриховкой. Что такое штриховка? Штриховка — это работа практически лежачей кисти. В данном случае, даже если вы чувствуете, железка трет холст, а грунт. Для чего штриховка? Чтобы не, вот если мы будем так красить, она будет закрашивать, щетинки будут закрашивать, попадать в углубление текстуры. Нам этого не очень нужно. Нам нужно, чтобы вот этот вот рисунок был рваный. Кстати, у краев, если будет так действовать, очень аккуратно, не торопясь, потому что брызги летят очень далеко. Вот здесь можно свободно работать. Так, вот умбра с оттенками, с какими-то. Достаточно темно можно пока что работать. Мы еще будем высветлять фон. Если где-то будет оставаться наша смазка, вот эта вот сероватая изначальная имприматура, ее можно оставлять. Так, дальше бирюза. Не бирюза, а турецкая зеленая. Вот такими грязноватыми красками работаем. То есть не чистыми. Фон должен быть грязненьким слегка. Он должен выталкивать объект живописи. Вот я специально не домываю кисть, чтобы краски смешивались. Да, также без контуров заходим на заготовки цветов. Так, что еще для разнообразия? Фиолетовый. Так, и немножко выпачкиваем наши белила вот эти, чтобы это не было так светло, бело. Краска разбавлена сильно, то есть достаточно жидко.
Также снимаем излишки. Снимаем всегда в одно-два движения, чтобы не было вот таких полос. Раз, два и в тряпку. Вот так сняли излишки. Также можно чуть-чуть, если остались какие-то проплешинки, размазать это дело. Вот. Теперь да, смотрим на отражение того же окна или источника света, чтобы не было толстых мест на фоне, особенно на фоне окружения. Нам нужно, чтобы вот эта вся история просохла. Я сейчас поставлю, чтобы стала абсолютно матовой. То есть вот минут, наверное, 10 я поставлю на вентилятор. Если без вентилятора, то полчасика, наверное, нужно подождать минут 20, чтобы краска села немножко. Для того, чтобы можно было начать работу с фоном. Итак, я ставлю это дело на вентилятор. Да, пока работа сохнет, я на вентиляторе разбавлю краску. Вот часть оставлю для фона. А вот это вот я разбавлю вот этим составом 90 на 10, 90 White Spirit, 10 масла. Разбавлю очень жидко. До состояния сметаны, питьевого йогурта, жиденькой сметанки такой. Главное, чтобы она не растекалась. Вот такое состояние. Это сэкономит и время, и сделает лепестки прозрачными немножко. Белила титановые. Да, размер холста 50 на 80, 50 сантиметров на 80. Так. Ну вот, достаточно. Вот они такие вот легко сваливаются с мастихина. Да, и заодно можно разбавить, чтобы не все время не макать, можно какие-то цветные краски. Вот, по крайней мере, вот эту лимоночку тоже можно разбавить примерно до такого же состояния. Вот. Это также экономит и время, и материал. Как ни странно, когда краска подразбавлена, она расходуется экономнее. Так, прошло минут 5-10. Разбавитель, то есть краска подсохла, картина матовая. Теперь начинаем работать с фоном. Здесь нужна, опять же, строительная кисточка и уже, ну, также не слишком разбавленная в данном случае краска. Работаем штриховкой, сухенько. Ну, повторюсь, краску не разбавляем. Подбираем какие-то оттенки и создаем нашим цветам какое-то интересное окружение, среду. Да, вот охру не забываем, охра. Травяная, хорошее сочетание. Также смело заходим на заготовки цветов. Краски много брать не нужно, немножко. Нам нужна такая пыльца. И да, что важно, работаем, стараемся на высветление, то есть не темным по светлому, это не очень красиво, а наоборот более светлым. И температурами играем, например, теплым по холодному и наоборот. Все это можно делать ножом, если у вас
заготовка большая, то есть картина большая. Да, вот можно взять вот такой вот замечательный мастихин. Я его покажу, не знаю, будет видно или нет. Это обточенный нормальный мягкий мастихин, обыкновенный, обточен до такого состояния. Он очень хорошо моделирует краску. Вот можно, у меня есть маленькие такие, большие. Где-то видео уже мелькало про эти мастихины, вот они еще пригодятся. Вот грунтовка уже набрала силу. Ее уже можно достаточно смело шкрябать. Она, кстати, очень гибкая, акриловый лак. Там есть пластификаторы. То есть не нужно бояться, что эта грунтовка когда-то отвалится, если там холст снимешь с подрамника. Контрастность не должна быть большой, вот не очень большой, не слишком светлая на слишком темном или слишком холодная на теплом и так далее. Должно быть мягкое такое окружение для цветов, чтобы фон не пестрил. Вот это важно. Я потом крупным планом пройдусь по фону, по своему. Возможно, вы поймете, о чем я говорю. Смотрим широко на работу, не на какой-то участок и украшаем его, а смотрим широко, как этот участок относится к этому и вот к этому, то есть ко всей работе, по всей плоскости. Пятна должны быть разными, то есть участки. Этот участок должен отличаться от этого, а этот же от этого и так далее. Как по укладке, так и по цвету, по исполнению. Так, вот еще одну попробую краску. Что это? Королевская голубая. Очень приятный, чистый, практически спектральный цвет. Краска кроющая, недорогая относительно. Да, вот хороший оттенок. Я на ней имприматуру часто делаю, на этом голубой, королевской голубой, очень хорошо поддерживает живопись. Так, все, фон можно пока оставить, так, он еще будет меняться, но пока уже в него можно вписывать, сейчас вот этот уголок добавлю, можно будет вписывать, попробовать цветы. Да, повторюсь, работаю я быстро и поэтому очень нерационально. Обычно все это раза в 2 экономнее по краскам на обычную картину. Да, еще вот что можно сделать. Можно пустить потеки. Вот если у вас есть такая баночка, тот же White Spirit, вот пускаем куда-нибудь. Так. Вот немножко, не очень много, а то все стечет. Вот. И вот этим тем же мастихинчиком моделирующим можно помочь красочке потечь. Вот она уже потекла. Вот. Даже вот здесь попробую лучше. Лучше, когда светлое течет по темному, не наоборот. Это опять же из закона физики, говорю, из закона живописи. Темное, светлое на темном. То есть хорошо, когда светлое лежит на темном. Так. Но прием дешевый, злоупотреблять, наверное, не будем мы слишком.
Кстати, акрил очень хорошо течет по маслу, когда-нибудь покажу. Я уже где-то показывал, может, специально покажу со временем. Так, далее. Да, вот сюда я зря брызнул, сейчас опять ждать придется, пока она отсохнет. Пускай течет. Напомню, это чистая импровизация. Точнее, мы когда-то писали, вот буквально на днях писали со студентками Светлана и Лилия, привет, подобную картину. Быстро очень написали, на 2 холстах писали. Вот мне что-то сегодня захотелось повторить что-то подобное. Но немножко в других вариантах. Так, вот так. Да, вот мастихин очень хорошо штрихует краску, точнее тушует, растушевывает. Особенно вот на этом грунте, на держащем краску. Мой грунт, напомню, скоро будет в продаже, должен быть, если найду помощника. Который грамотно будет его составлять. Так, ну пока оставим вот эту историю. Сейчас можно еще немножко подправить заготовки под цветы. Ну, вот напомню, вот центральный какой-нибудь, вот он туда смотрит, вот куда-то вверх. Вот можно ему низ потемнее сделать, серединку чуть-чуть пожелтее. То же самое с другими. Немножко вот там, где в профиль цветок, где его лепестки в профиль, можно чуть-чуть утемнить. Так, вот это мне кирпичный не нравится, я его перетру, наверное. Делаю пожелтее. Да, зря, наверное, слишком много разбавителя вылил. Сейчас придется, наверное, опять поставить его на вентилятор, проветрить. Это вовсе не обязательно делать. Так, поставлю еще минуток на 5. Так, разбавитель выветрился. Теперь еще минут 10 прошло. Так, еще можно по фону пройтись. Вот, третья проходка уже еще более светлая. Еще более усложняющая. Вот тут, кстати, можно и розу писать по этой заготовке. Что угодно. Мне роза дольше пишется, поэтому лучше, намного дольше. Я напишу хризантемы. Правда, они у меня зеленоватые, получится много зеленки. Ну, как получится, так получится. Так.
все, можно начинать. Так, берем цветочную двойную кисточку, так называемый рыбий хвостик. Вот он. Он идет в наборе цветочных кистей. И эта кисть нам очень поможет быстро забросать основную массу. Так. Да, я чуть-чуть еще разбавлю, недостаточно разбавлено белило, еще немножко мягче сделаю. До такой степени, чтобы кисть брала вообще не сопротивлялась, чтобы краска ее вообще не сопротивлялась, чтобы не было желания окунуть ее в разбавитель. Еще раз разбавить. Вот она уже почти растекается, а белила почти растекаются. Так, то же самое с этим. Так, и берем сначала теневые, полутеневые точнее. Тень мы написали глубокую. Полутеневые берем серенькие, с зелененьким оттенком, там с каким придется. И вперед. Вот у нас вот так смотрит цветок. Да, все-таки что-то есть желание разбавить. Ну ладно. И вокруг этой оси ставим кисть. Вокруг нее. Сейчас я чуть-чуть промокну, возможно. Извините за сумбур, я абсолютно не готовился к этому видео. Просто вот была энергия нарисовать картину. Времени мало, а энергия есть. Повторюсь, это импровизация абсолютная. Здесь как бы нету каких-то законов, поэтому какие-то ляпы будут присутствовать. Итак, смотрите, главное, вот вокруг этой оси мы ставим саму плоскость кисти. Вот она ходит. Поэтому, ну, в данном случае это не круг, это у нас овал. Поскольку, если бы на нас цветок смотрел, это был бы круг. Мы бы просто вели в центр. А здесь мы ходим как бы по овалу. Вот тень не забиваем. Вот такие вот спокойненькие удары. Короткие достаточно мазки. Вот. Что еще важно? Мы берем краску и как бы работаем, не помню, где я слышал этот термин, красивый очень, тающей кистью. То есть мы сначала кладем ее на свет, работаем, она смешивается немножко с низлежащей краской, затемняется, и мы переводим уже эти более темную краску сначала на боковые, а потом уже в теневые. То есть теневые у нас как бы становятся автоматически темнее, чем свет, и тем самым объект закругляется, приобретает объем. Так, да, для чего двойная кисть? Можно и простой кистью какой-нибудь овальной сделать, но тогда не будет такой вот случайности, свойственной природе. И тут еще скорость важна. Но работать нужно, конечно, на пределе своей скорости, чтобы ты еще что-то управлял, то есть понимал то, что ты делаешь, не просто... Так, вот повторюсь, цветы должны смотреть в разные стороны. Да, и о чем я уже говорил, ни в коем случае не торопитесь высветлять, не брать белила. Работаем рядышком с белилами. Не рядышком, а далеко от белил еще, пока это полутеневые. То есть минимум 3 градации должна быть: глубокая тень, полутень и потом свет. Минимум. По-хорошему таких градаций намного больше. Градации, рефлексов и так далее. Картина, конечно, когда пишешь ее на разбавителях, становится матовой потом по высыханию, но лакировка, если нужно опять сделать ее глянцевой, блестящей и сочной,
Для этого нужна лакировка. Если вы найдете баллончик хорошего лака, то можно уже через пару месяцев сделать эту процедуру, покрыть работу лаком. Вот кисть у меня идет вокруг, вот в данном случае вот здесь, вокруг оси воображаемой. И само собой что-то происходит. Просто кисть сделает все за вас. Главное не делать вот по ошибкам студентов, я знаю, длинные движения. Они в данном случае, там где много объектов, много торчат маленьких лепесточков, они заслоняют друг друга и видны только кончики, коротенькие кончики. Вот их-то и нужно пока набирать. А длинные, которые вот будут оттопыриваться, их, конечно же, можно рисовать, ну, то есть крайние, их можно длинными рисовать, вот как вот эти, длинным мазком. Да, свет в моей работе холодный и, ну, то есть освещение как бы воображаемое, и, соответственно, высветляем холодными красками. То есть внутри должно быть более тепло, чем снаружи. Белила, краска, она нейтральная или даже холодная, считают, относительно вот этой лимонки. Белила кажутся более холодными, и поэтому мы без всяких голубых оттенков просто высветляем лимонку, она, соответственно, как бы освещение превращается в иллюзия холодного освещения. Крайние цветы нежелательно слишком детализировать, боковые какие-то периферийные, и слишком высветлять. Максимальный контраст должен быть в средней части. То есть даже начинать нужно вот желательно с этого объекта, и потом, если краска еще не загрязнилась, выкладывать ее сюда и потом сюда, чтобы она потихонечку как бы становилась более спокойной к периферии работы. Вот у нас почти бликующие пошли. Да, работать кистью можно, да, чуть не ушел в другую сторону, почти бликующие, но не белилами, рядом с белилами. То есть лимоночка окрашенная, белила окрашенная лимонкой, чуть-чуть оттенок должен оставаться, то есть не чистыми белилами. Видно или нет, это не чистые белила. Вот. И что еще хотел сказать, работаем не только двумя вот этими, так сказать, ушками вот этими кисти, а иногда одной. Вот смотрите, вот я одной пошел, вот две зацепилось. И, кстати, это и есть та случайность, которая важна очень в живописи цветов. Когда мы одной, мы забываемся, мы помним о форме, о цвете, о чем угодно, и забываем о как бы микропостроении. Цветы у нас получаются, у учеников получаются, вот по опыту знаю, такие немножко бабушкиные, такие слишком симметричные, продуманные. Вот. А тут важна вот такая вот легкая потрепанность. Для этого именно два ушка и оставлены в этой кисти. Так, сколько там времени? 16:18. О, прошел уже час практически. Если бы не сушки вот эти, все бы было дальше немножко продвинулось. Так. Да, не забываем о фиолетовом цвете. Можно немножко фиолетовый добавить. Фиолетовый с той же лимоночкой мешать и белилами. Да, вот уже какие-то оттенки можно. Вот эти можно оттопыренные также уже
начать рисовать. Да, периферийные не должны четко прописаны, они вот так могут просто уходить в это пространство живописное. Если центральные придется немножко выписать, то периферийным это даже и не нужно, даже противопоказано для придания, для создания в работе какой-то среды более-менее художественной. Должны быть какие-то неясности, неопределенности. Так, вот даже выворачиваю, смотрите, как приходится выворачивать плечо, чтобы сделать вот такие движения. Так более удобно, вот так это не просто сделать. Так что приходится немножко и изворачиваться. Так, вот белила чистые, смотрите, как фальшивит. Вот я о чем говорю, всегда окрашивайте. Легкое окрашивание должно быть. Вот, хорошо, серый лежит. Серый, опять же говорю, не чисто серый. Вот я плохо сейчас палитру не показываю, а я мешаю немножко, все-таки лимонки там есть, процент хороший. Вот серенький, пошел. Вот, идет, и всегда контролируем цвет, чтобы он, пока он должен работать. Прекращаем работать, когда цвет загрязнился или перестал нас устраивать. Пока работает, вот все, перестал, уже затемнился и загрязнился. Берем новую партию, отжимаем, естественно, отжимаем, берем новую порцию краски. Да, серый, вернусь к серому, расскажу. Серый не сажа газовая. Сажа газовая, краска неплохая, но когда ее слишком разбавляешь, она может всплывать. Замечено такое, то что на сером, когда жидко разбавляешь белилом, краски и с применением серое, через каких-то 20 минут, глядишь, это место потемнело, сажа выплыла. Она очень легкая, и она всплывает. Вот, поэтому художники ее не очень любят. И я в данном случае, так как сейчас разбавление сильное красок, я работаю на другой черный. Это глубокая черная, так называемая, от Подольска. Можно любую взять, другую персиковую, черную, еще какую-нибудь. Да, и чтобы не разбеливать, вы можете даже как вариант взять свои белила, вот эти жидкие, просто перемешать ножиком с небольшим количеством той же лимонки, то есть придать оттенок полностью, чтобы у вас не проскакивали где-нибудь чистые белила. Просто намешать и работать уже на этом как бы колере легком, окрашенном. И у вас автоматически не будет разбелки, ошибок. Вот эти оттопыренные можно брать и бочком кисти, или просто умудриться одним язычком, то есть под углом не так держим кисть, вот бьем, а под углом под 45, вот так вот как-то, вот, тогда один мазок остается. Вот. Или взять овальную кисть, а еще нам нужна будет вот такая, ну, примерно вот такого размера, круглая мягкая кисть, и ей поработать придется. Она уже дает более осмысленные такие удары, то есть можно уже прицеливаться. И вот, кстати, те же, кстати, вот эти боковые большие лепестки. И опять же без такого, без симметрии, не выписываем, не ведем там очень аккуратно и как бы, ну так, ботанически, что ли, приблизительно. Нам нужно цветовое такое решение полуабстрактное, чтобы работа была интересной. То есть они могут быть немножко нелогичны, даже в природе они бывают нелогичны, не так повернут как-нибудь, вот как-то криво как-то, и тем он красивее. Так, напомню, опять же, это густая краска, не разбавленная. Идем на высветление и оттенками уже какими-то
подходящими вот к этому нашему зеленому. Ищем оттенки. Здесь правил нет особых. Вот охра хорошо легла на этот участок. На этот участок мы должны также соизмерять с остальным. Легла и легла. Нет, наверное, все-таки я просушу ее сейчас, да. И заодно проветрю помещение. Так, просохло немножко. Вот. Ищем оттенки. Заходим на цветы. Смотрите, их можно на этом грунте спокойно разрушать немножко. То есть грунт держит краску, но нам не нужна четкость, особенно на периферии. Мы можем вот так немножко снимать, делать фреску, как бы. Потом я покажу покрупнее. Сейчас некогда. То есть она разрушается немножко, но белого зерна не видно. То есть грунт держит краску. Вот, смотрите. Вот там видна под белым первая краска, то есть темная под вот этим белым лепестком. Здесь королевская и турецкая. Королевская голубая, турецкая зеленая. Хорошо между собой перетираются. И зеленые охристые тоже рядом с этими красками лежат. Не стоит распыляться на весь спектр красок. Здесь не будет красных, здесь не будет оранжевых. И картина тем самым будет гармонична. Хотя кое-где можно красненький мазочек и оставить. Так, это охра. Охра желтая, как самая красивая охра. Вот прям по цветам разрушаем. Нам не нужна определенность. Маскируем, разрушаем, так сказать, чтобы появился эффект фрески, разрушенного временем изображения. Вот фиолетовый колер тут местами хорошо звучит рядом с желтыми. Фиолетовый вообще хорошо к желтым, рядом с желтыми, с оранжевыми, с охрами. Фиолетовый колер, кто не знает, гляньте мое видео. Колеры, по-моему, так и называется. Там о нескольких колерах, как их делать. Очень полезно, посмотрите. Так, вот прошлись немножко по фону. Сейчас опять нужно делать, работать с цветами. Опять берем зайчик, или как его называют, рыбка, рыбий хвостик. И идем на уточнение, опять же на высветление. Так, не то. Да, вот краска подсохла, сейчас очень хорошо принимает новую. Не подсохла она, как бы вязкой стала. И принимает новую разбавленную краску. Да, забыл немножко. Можно местами сбить касание. Или подразрушить мастихином, или же сгладить
вот той же цветочной кистью, вот, например, внутренности вот этого вот размыть, здесь подразмыть, сделать касание в теневых мягкими. Вот когда она просушена, более-менее все это делается деликатно. Вот, уводим его туда. Туда. Так, вот эти полосы мне тут не нужны. Вот тут у меня ошибка, перебил тень. То есть тень исчезла, и тут такое плоское место достаточно. Это можно исправить какой-нибудь мягенькой, да не мягкой, достаточно жесткой, вот короткая синтетика кистью и добыть теневые, вот разбить, достать родной цвет тени между лепестков. Вот где-нибудь здесь. Это то же самое можно делать силиконом, силиконовым карандашиком. Такие продаются. Поскольку у нас мой грунт держит краску, первый слой очень хорошо, вот мы его и достаем. Родной не нужно подбирать, он буквально родной к этим оттенкам. То есть в этом преимущество тоже этого грунта, который держит краску. Вот разделяем, и все, сухой кисточкой отжатой. Так, теперь можно немножко листиков дать, намек на листья. Там они сложные очень, я не буду их прописывать никогда. Просто дам символически. Берем травяную, черную, краплак можно немножко, чтобы коричневый оттенок пошел. С градиентом берем краску. И куда-нибудь. Да, вот куда-нибудь можно бутончик сделать. Сюда. Просто овальной кистью. Круглой, точнее. Да, овально. Сюда. Куда тут еще? Сюда. Нет, симметрия. Боимся симметрии друг над другом. Вертикально. Так, куда тут? Сюда куда-нибудь. И вот сюда. Как они устроены, я не знаю. У меня живопись не ботаническая, она символическая, слегка абстрактная.
Вот какой-то бутончик. Сначала тень накладываем, потом что-то световое сверху. Не забываем про свет, про уголочки, которые светятся на... Это можно все плоской кистью, вот эти цветочные делать. Достаточно тонкие линии, бликующие грани. Вот там он какой-то вот такой крученый, резной. Да, вот что умеют плоские кисти, мягкие, вот так вот искать, патинировать выпуклости, тоже очень красиво. И ей вот так поискать. Сейчас я на камеру покажу. Вот так поискать текстуры. Я, наверное, сейчас опять же подсушу, чтобы можно было и по цветам пройтись. Подсушу вентилятором работу. И к тому, что можно вот этим вот действием работать прямо уже и по цветам. Опять же маскировать их, разрушать. Например, набрать, попробовать фиолетовым, изменить весь участок на фиолетовый. Краска остается только на выпуклых местах. Да, вот эти вот нарисованные листья также можно немножко подразрушить. Вот так вот, вроде он есть, а вроде его и нету. Такими движениями можно мягкой кистью, ну, цветочной, попробовать какие-то лучики дать, направление света мягкой краской. Не знаю, уместно, неуместно, но можно как вариант. Да, сейчас я попробую сделать легкий набрызг. Разбавлю красочку немножко. Чуть-чуть еще усложню текстуру, фактуры. Вот так. Я это часто показываю в видео. Очищается кусочек палитры начисто. Берем, что у нас тут основное в фоне, бирюза. Немножко белил, совсем немножко.
Вот чуть-чуть. Берем, в данном случае, турецкую. Делаем какой-то вот такой колер. И разбавляем опять же White Spirit без масла, чтобы можно было быстро вертикально поставить. Когда здесь масло, если бы было бы здесь масло, эти капли бы долго сохли. И поставить картину вертикально мы бы смогли не скоро. Так, вот большой разбавитель, большой мастихин берем. Сначала очень жиденько пробуем где-нибудь, как это будет капелька смотреться на картине. Нет, слишком контрастно, слишком бело. Вот уже что-то. Вот. То есть регулируем степень прозрачности скипидаром. Так, точнее, White Spirit. Так, и потом по направлению. Ну, вот, например, я не знаю, вертикали можно подчеркнуть. Вот так. Смело разбрасываем, они легко убираются. Так, еще немножко. Также главное, чтобы это не было очень контрастно и очень заметно. Старайтесь на цветы не попадать, но если попадет, не страшно. А вот так. Так. Вот очень контрастно. Так, и немножко нужно или подождать, или вот так вот выветрить. Помашем, чтобы он немножко испарился. White Spirit. Ставим, смотрим. Убираем излишне контрастные пятна. Вот они очень легко убираются, маскируются. Можно немножко подождать, я, наверное, подожду, их потом подмаскирую еще. Вот тут хорошо, они вот такие должны быть, едва заметные, вот такие вот. Вот это уже слишком заметно, вот это заметно, нужно маскировать. Все-таки я еще просушу немножко, мешают капли. Еще один этап просушки. Сейчас можно вот так замаскировать или же растереть чем-то эти пятна. Так, это что, непонятно? Вот так немножко оставлю кое-где. Для чего? Ну так, эффект дождя, может быть, впечатление дождя какого-то создают. Это вовсе не обязательно брать. Особенно плохо, когда это очень очевидно. То есть слишком бросается в глаза, это все сразу моветон, дешевый прием.
Вот так, легонько-легонько, монохромно, белесые капельки. Не нужно разноцветными их делать, какими-то. Да, вот можно плоской кисточкой, не какой-нибудь небольшой, торцы и у лепестков немножко обозначить. Торцы в плане бликующих торцов. Вот где-то здесь они будут вот тут бликовать. Не обязательно везде, по всем цветам, так кое-где. Для порядка, так сказать. Вот тут. Атмосфера, напомню, здесь, ну то есть окружение, фон, ничуть не менее важный, чем сам объект. То есть, ну может, конечно, не такой важности, но очень важна вся вот эта атмосфера, состояние. То есть ему тоже уделяем большое внимание. Так, смотрите, уже, да, мое время заканчивается, уже 17:50. Да, уже начал портить. Итак, все, на сегодня отбой. Спасибо за внимание, всего хорошего.